Здравствуйте, друзья! Это пластмассовый енот. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Блохин, руководитель службы сервиса из компании Kraus Maffei. Дмитрий проведет подробный разбор всех страниц контроллера Kraus Maffei и его настроек. Сегодня перед нами машина серии CX, оснащенная контроллером MC6. Данные контроллеры вышли в серию с 2016 года и устанавливаются на все машины серии CX, MX, GX и полностью электрические PX. Управляемая панель Multi-Touch. Панель делится на две части. Верхняя часть — это страницы, где вводятся рабочие параметры, настраиваются режимы работы машины. Нижняя часть панели управления — это кнопки управления движениями агрегатов и механизмов термопласт автомата. В левом верхнем углу представлена кнопка, где мы можем задать актуальную дату, актуальное время. Следующая кнопка. При вызове этой кнопки появляется страница, на которой мы задаем пароль для входа в систему. Можем настроить единицы измерения. Это формат даты, единицы измерения в европейской системе, либо в американской. Также можно изменить давление впрыскивания для гидродавлений, либо для удельных давления массы. Также для тех, кому удобнее работать с окружными скоростями, вместо оборотов для измерения пластификации могут выбрать соответствующую функцию. В следующей вкладке в выпадающем меню выпадает сразу несколько функций. На этой вкладке «Пуск» возможно произвести запуск машины без впрыскивания. Этот режим используется для отладки движения пресс-формы, движения стержней и толкателей, когда не нужно производить изделие. Также возможно игнорировать сигнальные сообщения в режиме наладки, когда отлаживается пресс-форма и иногда появляются ошибки по концевым выключателям, их можно исключить и уже работать без аварийных сообщений. Следующая вкладка позволяет сделать скриншот страницы. Сохраняются данные, если мы устанавливаем USB-флешку в разъем, то можно распечатать всю страницу целиком. Также есть возможность подключить принтер и уже распечатать эту страницу непосредственно рядом с машиной. Следующая вкладка позволяет сохранить данные пресс-формы на выбор либо во внутреннюю систему памяти, либо, если установлена USB-флешка, то уже на USB-флешку. Здесь мы записываем название пресс-формы и сохраняем эти данные под этим именем на один из носителей, либо во внутреннюю память, либо на флешку. На этой страничке мы задаем время, в течение которого во время работы станка у нас погаснет экран и можно будет произвести очистку экрана. Данный режим позволяет производить это без остановки станка, без ненужного нажатия кнопок управления машиной. На этой вкладке мы сможем сохранить данные диагностики. Если возникает какая-то неисправность на станке, вы обращаетесь в нашу сервисную службу, мы всегда просим вас выслать файл диагностики. Для этого вызываете необходимое меню, пишите дату возникновения ошибки, время возникновения ошибки, можете записать фамилию, имя человека, который обнаружил, который работает с этой машиной, и можно в свободном тексте написать какое-то описание. Далее, нажав кнопку «Пуск», данные диагностики сохраняются на флешке в архив, и этот архив вы высылаете на нашу почту. И мы уже дальше разбираемся с вашими ошибками. Дальше, настройка системы. Здесь можно задать время погасания экрана. То есть это время, через которого экран перейдет в ожидающий режим. Причем работа машины продолжится. Никаких остановок не произойдет, но
экран потухнет. Это нужно для того, чтобы сохранить жизнь матрицы. Также возможно установить стирание прав на ввод со схемой на погасание. То есть при выборе этой функции, при погасании экрана сбрасывается ваш уровень доступа, и при последующем включении он будет находиться на нулевом. То есть нельзя будет сделать никакие изменения. Ну, еще одна вкладка на этом меню – это создание списка параметров. Здесь, задав имя для набора параметров, вы можете сохранить все производственные данные в виде текстового файла на флешку. То есть таким образом создать технологическую карту, которую можно либо сохранить у себя на компьютере, либо распечатать и использовать как такую референсные данные для операторов и наладчиков. Следующая кнопка наверху, в верхней части панели под знаком вопроса. Здесь находятся две функции. Правая функция. Здесь находится пояснение всех аварийных сообщений, которые присутствуют на машине. На данной машине их порядка 12 тысяч. Здесь можно осуществлять поиск. Если у вас какая-то ошибка появляется очень часто, и вы не успели посмотреть на странице аварийных сообщений и ее описание, эту ошибку можно вызвать всегда и прочитать описание и какое-то короткое описание, что нужно сделать для того, чтобы эту ошибку устранить. Нажав эту вкладку, вы вызываете PDF-файлы, которые сохранены на внутренней памяти. Но в данном случае здесь у нас техническая документация на машину. То есть нет необходимости держать документацию в бумажном виде рядом с машиной. Всегда есть возможность вызвать ее в электронном виде, ну и, соответственно, найти что-то, что вам нужно узнать по этой машине. Следующие кнопки – это кнопки возврата на предыдущие страницы. Здесь при настройке машины вы можете переключать с одной страницы на другую, быстро переходя на них, не используя основные меню перехода по странице. Следующие иконки. Эти иконки визуально показывают, какая из функций включена, какая нет. Зеленым, вот на данный момент зеленым подсвечивается вкладка стержней и кодирование шнека. Это значит, что на данный момент эти функции включены. Также есть возможность активировать контроль допусков, APC-контроль, контроль процесса и эко-режим. В правом верхнем углу указывается версия системы управления. У нас это MC6 от Kraus Maffei. Слева и справа в столбцах находятся свободно программируемые зоны, в которых вы можете выбрать. Слева это любые параметры, которые вы хотите контролировать. Выбор между ними осуществляется переходом с первой по третью страницу. И, соответственно, для того, чтобы задать какой-то параметр, мы нажимаем и удерживаем кнопку. Выпадает меню выбора параметров. Мы выбираем любой из них. И он у нас устанавливается в данном столбце. Таким образом, мы можем выбрать те основные параметры, которые нам нужны для контроля процесса, для быстрого доступа к ним, во избежание поиска этих параметров на странице. В правой части экрана также есть три вкладки, на которых мы можем выбирать любимые страницы. Выбор осуществляется по схожим образом. Открывая страницу, которая нам нужна, мы нажимаем и удерживаем кнопку, и эта страница переходит в это меню. Таким образом мы можем сконфигурировать быстрый доступ к тем страницам, которые нам нравятся. Для удаления страницы мы делаем соответствующее движение, нажимаем, удерживаем стилус, и эта страница пропадает. В нижней части экрана это кнопки перехода по страницам контроля машины. Визуально все страницы показаны символами, которые интуитивно понятно будут любому оператору. То есть это блок смыкания, блок стержневого механизма, блок впрыска, блок контроля температур, статистика, производственные значения, таймер, свободно программируемые выходы, ну и меню входов и ходов. В нижней части представлены два экрана, которые тоже можно запрограммировать как для быстрого доступа к какой-то странице. Для этого мы нажимаем и удерживаем страницу и перетаскиваем ее в эту группу. Например, на данный момент вот здесь мы поставим страницу пресс-форму «Закрыть». Сюда мы можем поставить
страницу впрыскивания и выдержки под давлением, а здесь оставить, например, страницу контроля температуры цилиндра. Таким образом, у нас на странице будет представлена вся необходимая информация для запуска машины, для запуска пресс-формы. В левой части от блока клавиш переключения по страницам тоже находится блок, в котором мы можем выбирать либо переключение на дерево построения процесса, либо в обычный режим управления термопласт-автоматом. Справа, вот сейчас моргает красным цветом, это кнопка аварийных сообщений. С первым нажатием мы открываем страницу, на которой отображаются все аварийные сообщения, которые есть на машине в данный момент. Но сейчас у нас белые ошибки, тут одна красная ошибка, это по температуре. Нажав на ошибку, мы видим, что ошибка сейчас вызвана тем, что температура масла либо меньше 32 градусов, либо больше 60 градусов. Ну, на данный момент у нас температура 27 градусов, поэтому машина выдает эту ошибку. Эта ошибка не критическая и будет устранена после того, как масло будет прогрето. Повторным нажатием на клавишу «Квитировать» все ошибки, которые были устранены на данный момент, они будут сброшены и останутся только активные. Дальше, в нижней части экрана это кнопки управления термопласт-автоматом. В правой части кнопки перемещения узла впрыска, кнопка впрыска, декомпрессия, набор дозы. В левой части это управление стержневым механизмом, кнопка управления выталкивателем, кнопка управления движения пресс-формой. В центральной части приведена кнопки подогрева масла, управления воздушными клапанами. Среднюю часть тоже можно конфигурировать, выбирая следующее подменю. Конфигурировать для управления стержневыми механизмами, либо для управления магнитными плитами, если они включены в поставку машины. В этой подменюшке находятся кнопки активации включения гидравлики и нагревом цилиндра. Нажимая и удерживая эти кнопки, мы, соответственно, активируем включение данных узлов. Следующие небольшие кнопки. Кнопки блокировки экрана. Эта кнопка по блокировке экрана позволяет выключить сенсорный экран и избежать случайного нажатия кнопки и неконтролируемого включения какого-то узла или изменения какого-то параметра. Данная кнопка позволяет включить режим двух экранов, либо, если установлена видеокамера, то вот на нижний экран выводится видео с видеокамеры. Например, это если осуществляется контроль качества изделия посредством видеофиксации. В самом низу находится такое устройство Scroll и приведены режимы, в которых он работает. Это смыкание, движение выталкивателя, движение шнека, движение узла впрыска. Используя Scroll во время работы, мы можем увеличивать либо уменьшать скорость перемещения этих узлов, не изменяя цифровое значение на панели управления. Ну, как правило, это используется во время наладки, когда мы только установили новую форму и мы подбираем режимы движения. И вот для того, чтобы не изменять скорости цифрами, мы можем потихоньку изменять эти скорости посредством скролла. Ну, дальше переходим на меню управления страницей. Ну, первый большой блок — это блок управления узлом смыкания. В нижней строке приведены основные подменю. Опять-таки для визуализации, для восприятия операторами здесь приведены символы, которые позволят понять, к чему, к какой функции относится данное меню. Вот на данной кнопке, которая выделена сейчас, это будет смыкание, размыкание, движение выталкивателя и пневматические клапаны сдув. В верхней части представлены дополнительные функции к этим вкладкам. На главном экране смыкания мы можем настроить движение формы. Какими операторами мы можем пользоваться? Это усилие в килоньютонах, скорость миллиметров в секунду и путь. Для понятия, для восприятия, визуального восприятия
перемещая между ступенями узла смыкания, мы видим на графическом отображении, где находятся эти зоны. Также есть возможность изменения параметров движением непосредственно кривой на графике. То есть мы можем уменьшать или увеличивать скорость на графике. Также мы можем делать эти изменения, вводя необходимую цифру в эту ячейку. Всего возможно добавить до 16 профильных ступеней. То есть, нажав кнопку «Редактор», мы можем либо вставить новую профильную ступень, либо удалить профильную ступень. Таким образом настроить движение пресс-формы при смыкании таким образом, как нам необходимо для данного процесса. С правой стороны мы задаем необходимое усилие смыкания в килоньютонов, точку, при которой термопласт автомат переходит на создание усилия смыкания. Здесь мы задаем максимальное продолжение действия каждой ступени. То есть это таким образом мы делаем настройку защиты пресс-формы и задаем то время, за которое наша пресс-форма должна пройти каждую ступень. Если она не укладывается в 0,42 секунды, соответственно, машина встает по защите пресс-формы. Для производства эти параметры, начало создания усилий смыкания и максимальная продолжительность ограничения динамического усилия должны быть чем меньше, чем это возможно. Таким образом мы сохраняем жизнь нашей пресс-формы. Перейдя в дополнительные функции узла смыкания, мы можем настроить дополнительные функции. Как, например, здесь мы можем выбрать, как будет отрабатывать защита пресс-формы с открытием либо без открытия. Если задаем мы, как сейчас стоит пресс-форма с открытием, что происходит? Пресс-форма закрывается, упирается, например, в несброшенную деталь, срабатывает авария, и пресс-форма открывается опять на тот параметр, который у нас задан. Если мы задаем защиту пресс-формы без открытия, то по срабатыванию защиты пресс-форма останется на том месте, где она остановилась. Таким образом мы можем увидеть, что послужило причиной срабатывания защиты пресс-формы. Ниже мы можем задать количество повторений, в течение которых будет срабатывать защита пресс-формы. Если установив больше, чем 1 раз, 2 или 3 раза, то машина будет повторять попытки закрыть пресс-форму. Если по истечению заданного количества повторений ей все-таки не удалось это сделать, то она остановится по ошибке защиты пресс-формы. Это удобно, когда машина работает в автоматическом режиме, когда в цехе нет много операторов, то можно будет избежать повторные перезапуски станка, например, если какой-то затрудненный съем изделий. Следующая вкладка – это режим демпфирования смыкания. На этой вкладке мы можем задать режим демпфирования смыкания. Если мы устанавливаем галку в этом режиме, то машина при смыкании будет сглаживать эту кривую, то есть она будет не идти именно линейно с теми скоростями, которые заданы, а будет идти по какому-то сглаженному профилю. На этой странице изображена пресс-форма и гаечный ключ. Здесь мы задаем параметры движения пресс-формы при настройке смыкания и при юстировке. Таким образом, наши термопласт-автоматы имеют 3 режима перемещения пресс-формы, как, впрочем, и 3 варианта движения любого узла. Это режим скоростей и усилия, при котором машина работает в ручном и в автоматическом режиме. Режим скоростей и усилий, при котором машина работает в наладочном режиме. И скорости и усилия, при котором мы работаем в режиме юстировки, либо так называемом режиме выставления нулевых точек. Следующая вкладка блоки узла смыкания. Это настройка открытия пресс-формы.
Здесь у нас также есть возможность задать 16 ступеней открытия, в которых мы задаем скорости и расстояние, на которых действует данная скорость. Визуально на графике сверху у нас показывается, что происходит на данный момент с пресс-формой, как она открывается или закрывается. Вот сейчас видно, как перемещается пресс-форма, как меняется путь, который она проходит. Соответственно, при открытии мы тоже видим. Желтыми точками показывается скорость, при которой она сейчас движется. Сейчас мы работаем с наладочной скоростью. Это у нас 20 мм в секунду, поэтому она гораздо ниже той скорости, которая задана здесь, то есть задана здесь 600. Но в автоматическом режиме можно будет отслеживать и контролировать, какая скорость фактическая вот именно по этим точкам, которые будут появляться на этом графике. Следующие дополнительные функции открывания пресс-формы. Первая вкладка. Здесь мы можем задать начало снижения усилия смыкания перед окончанием времени охлаждения. То есть задать то время, вот максимально 2,5 секунды, когда время охлаждения еще не будет закончено, но уже будет начинаться сбрасываться давление. Таким образом мы можем сэкономить до 2,5 секунд времени цикла. Третья дополнительная вкладка. Здесь мы задаем также режим демпфирования смыкания и можем выбрать, какая дверь, защитная дверь у нас будет являться дверью, которая активирует начало цикла. Здесь можем выбрать на стороне управления, на задней стороне управления, либо обе двери. Сервопласт автомата Kraus Mafai начало цикла инициируется двумя путями. Либо нажатием кнопки «Сомкнуть пресс-форму», либо, если мы работаем в полуавтоматическом режиме, то начало цикла можно активировать закрытием либо открытием двери. На вкладке «Настройки» мы также можем задать те же самые параметры. Это движение пресс-формы при смыкании, движение пресс-формы при юстировке. В избежание ошибок оператора можно установить галку, которая позволит редактировать ход открытия только в режиме наладки. Следующая большая вкладка – это управление выталкивателем. Опять-таки визуально мы можем увидеть, что экран делится на две части, на которых верхняя часть отвечает за движение выталкивателя вперед, нижняя часть отвечает за движение выталкивателя назад. В правой части мы задаем настройки усилия и скорости движения выталкивателя. В левой части видим, как он у нас перемещается. Так же, как и на смыкании, мы можем вводить данные непосредственно в ячейки каждой ступени, либо изменяя эти величины на графопостроителе. Также здесь возможно установить до 16 ступеней движения выталкивателя вперед, движения выталкивателя назад. Для каждой ступени индивидуально задать тот путь, на котором она действует, скорость и усилия. В этой вкладке мы задаем ход выталкивателя. В нижней части экрана точно так же возможно 16 ступеней открытия, движение выталкивателя назад. И также указаны вот эти вот черные точки. Здесь будут отображаться в нижней части желтым цветом, подсвечиваться команды на движение выталкивателя, выход с машины, либо зеленым цветом будут показаны входы с концевых выключателей. В дополнительных функциях выталкивателя мы можем задать режим работы выталкивателя, либо исключить его полностью и работать без него, либо использовать выталкиватель и начало его работы с началом нового цикла, перед началом нового цикла, либо выталкиватель назад, независимо от времени паузы. На второй дополнительной вкладке мы можем задать контроль крайних положений выталкивателя. Если мы устанавливаем сюда галку, тогда машина будет ожидать появления соответствующих сигналов на меню выталкивателя и не будет давать возможность движения пресс-формы до тех пор, пока этот сигнал не появится. Либо, если пресс-форма не имеет таких концевиков, тогда мы отключаем эту функцию, и выталкиватель работает без концевых выключателей по линейке.
В этой вкладке мы можем задать удержание выталкивателя в заднем положении и при каких обстоятельствах оно осуществляется. Либо неактивно совсем, либо выталкиватель будет удерживаться в заднем положении при закрытии формы, либо при открывании формы, либо в обоих случаях. Это необходимо бывает для тех пресс-форм, на которых очень важно, чтобы на лицевом изделии не оставались следы от выталкивателя. Когда имеется какой-то люфт в плите выталкивания или в самих выталкивателях, и нужно сделать так, чтобы эти следы не появлялись. В этой вкладке мы задаем аналогично узлу смыкания скорости, усилия при перемещении выталкивателя в наладочном режиме и в режиме юстировки, когда мы задаем нулевую точку. Следующий блок – это настройка пневматических клапанов. Здесь данный термопласт-автомат оснащен одним клапаном на подвижной плите. На этой странице мы можем задать, когда, при каких условиях этот клапан будет активирован. Либо по позиции пресс-формы, по окончанию выдержки под давление, по движению выталкивателя вперед вместе с ним, к примеру, когда пневматический клапан будет дополнительно использоваться для сдува, перед концом времени охлаждения, какие-то специальные функции, которые записываются в программном обеспечении со снятием усилий смыкания, либо по сигналу робота. Если мы активируем, как здесь, например, по позиции пресс-формы, мы задаем положение пресс-формы, с которой будет срабатывать выталкиватель, время, которое он будет работать, количество раз, сколько клапан будет дуть, паузы между повторами и время задержки по выключению данной функции. Следующий большой блок – это блок управления стержневыми механизмами. Для активации стержневых механизмов на панели управления всегда используется эта кнопка активации, либо, как здесь написано, клипирование выталкивателя стержней. Когда мы включаем режим настройки, у нас появляется доступ для активации стержневых механизмов. Устанавливаем галку, и здесь мы видим, что у нас появляется стержень номер 1. В текстовом поле вы можете написать то название стержневого механизма, которое вам удобно. Например, если здесь было написано там по-английски, то здесь можно выбрать русский язык и написать стержень 1. Отредактировать название, если допустили ошибки. На этих пиктограммах показывается, какая функция стержневого механизма в данный момент происходит. Вот здесь мы видим, что стрелочки выходят от центра, это значит выдвижение стержня. Палочки обозначают это выходной сигнал на клапан от машины. Точки – это получение сигнала от концевого выключателя. В правой части это движение стержневого механизма вовнутрь и, соответственно, появление концевых сигналов о том, что стержневой механизм введен внутрь. Для каждого стержня имеется свой индивидуальный клапан. Здесь мы видим, что движение стержня наружу осуществляется катушкой Q710, ввод стержня внутрь катушкой Q700. Поэтому при настройке стержней или при какой-то устранении неисправности мы всегда можем найти соответствующие символы на гидравлической схеме, на электрической схеме, либо непосредственно на клапане, на бирке, которые приклеены на провода. Так, если мы активируем стержни, нам дальше нужно будет настроить его работу. Те моменты, когда он активируется, когда выходит наружу или выходит внутрь, настраиваются на дереве процесса. На дереве процесса мы можем настроить, когда у нас будет активированы стержневые механизмы при движении, например, пресс-формы, либо при создании усилий смыкания. Они будут выходить вперед, и движение в обратную сторону при движении пресс-формы назад. Для редактирования дерева процесса мы выбираем условия активации, например, продвижение пресс-формы, и выбираем стержневой ммеханизм, который мы можем использовать. На данный момент на этой машине у нас только один стержневой механизм. Вот в этом меню мы выбираем, какие узлы мы хотим прописать. Для удаления стержня также выбираем его, иконку этого стержня, нажимаем кнопку «Удалить».
Таким образом, дерево процесса позволяет настроить стержневой механизм так, как нам необходимо для нашего процесса. Выбрав стержневой механизм, например, вот здесь движение стержня при начале смыкания пресс-формы, мы должны задать у него давление и расход, скорость его движения, при котором он будет работать данной ступенью. Здесь мы можем задавать литраж, например, 50 литров в минуту, давление 50 бар. Установка системы безопасности – это остановка процесса, при котором не будет обеспечено условия безопасной работы стержневого механизма. Также мы можем задать время задержки срабатывания стержня перед началом его работы и время задержки по окончании его работы. Это у нас было перемещение стержней при смыкании пресс-формы. Также мы должны настроить соответствующие параметры скорости и давления при перемещении стержней во время размыкания. Также мы задаем литраж, давление, пауза до, пауза после и условия, при котором у нас процесс будет прерываться. Таким образом, введя все эти данные, мы настраиваем работу стержня. Также мы здесь можем прописать на дереве процесса, помимо стержневого механизма, подвижной плиты, пневматические клапаны. Если имеется стержневой механизм на неподвижной плите, значит стержневой механизм неподвижной плиты. И также можем настроить отдельно перемещение узла впрыска. Например, если вам нужно работать с отводом сопла. Далее, на этой странице мы выбираем прерывания, которые мы можем использовать для контроля правильной работы нашего стержневого механизма. Мы выбираем либо все прерывания, движение пресс-формы, положение смыкания пресс-формы, создали усилие смыкания. То есть это то действие, которое будет заблокировано, если у нас стержневой механизм не находится в крайних точках. Следующая вкладка – это использование стержней при работе с роботом. Если у нас программа стержневого механизма используется, например, как выталкиватель, и для этого в программе робота у нас необходимо задать команды, при которых стержневой механизм будет выдвигаться вперед или назад. Поэтому здесь, на этой странице, мы выбираем, какой стержневой механизм будет управляться роботом. В данный момент у нас либо стержень номер 1, либо выталкиватель. Ставим соответствующие галки и запускаем работу с роботом. Здесь у нас настройки выталкивателя. Почему они дублируются дополнительно здесь? Потому что иногда некоторые процессы требуют от нас, от наладчиков, настроить работу стержня или выталкивателя в какой-то последовательной работе. То есть не в стандартном режиме, когда пресс-форма отрабатывает и срабатывает выталкиватель, а, например, что если имеется пресс-форма, при котором выталкиватель может отрабатывать только тогда, когда стержневой механизм выдвинутый у нас. Поэтому в данном случае, как вот мы напишем, программа выталкивателя активизирована. То есть сейчас у нас работает стандартный режим выталкивателя. Если мы убираем выталкиватель в стандартном меню и ставим галочку управление выталкивателем через стержневые механизмы, то здесь мы на дереве построения мы можем задать ту последовательность, которая нам необходима, при котором будет запрограммировано движение стержня, например, в начале, а потом движение выталкивателя. Ну и, соответственно, то количество ступеней, какое количество стержневых механизмов имеется у нас на машине. Следующая вкладка большая – это настройка впрыска, выдержки по давлению и набора дозы. А первая страница – это настройка впрыскания и выдержки по давлению. Страница разделена на две части. Правая часть экрана отвечает за впрыск, левая часть экрана за настройку выдержки. Как и другие
На других узлах экран делится на две части. В верхней части у нас находится граф построитель, на котором мы видим заданные значения и во время работы фактические значения параметров. И внизу те параметры, которые мы здесь задаем. Здесь у нас есть возможность задать 16 ступеней впрыска, 16 ступеней выдержки под давлением. Для каждой ступени мы задаем границу, в которой работает та или иная ступень, давление и скорость. В правой части здесь будет у нас настройка выдержки под давлением. Также будет давление выдержки под давлением и время, в которое эта выдержка работает. На экране присутствует время впрыскивания. Это время ограничения прохождения шнеком расстояние от стартовой точки до точки переключения. И если шнек не проходит это расстояние за обозначенное время, то машина останавливается с аварийным сообщением, что не достигнута точка переключения или не достигнуто условие. Для переключения выдержки по давлению на машине имеется 3 варианта активации. Либо по ходу, где мы задаем в миллиметрах точку, в которой переходит на выдержку по давлением. Либо это по времени, как было задано здесь. То есть после 5 секунд впрыскивания, независимо от того, в какой точке находится шнек, у нас начинается переход на выдержку под давлением. Либо по давлению гидравлики. То есть переход на выдержку под давлением осуществляется при достижении заданного давления, вот на данный момент 47 бар, в гидроцилиндре впрыска. Также на этой страничке мы можем контролировать давление гидравлики в узле впрыска для контроля процесса, либо задавать время охлаждения. На второй вкладке мы настраиваем режим набора материала, пластикацию. Здесь также у нас вверху графическая часть, внизу находится часть, где мы вводим параметры. У нас имеется возможность задать декомпрессию номер 1 до набора дозы, декомпрессию номер 2 после набора дозы, задав соответствующую скорость движения шнека и путь, который шнек проходит. И здесь посередине есть возможность задать 16 ступеней, до 16 ступеней классификации. Для каждой ступени мы задаем путь, на котором она действует, противодавление в барах и обороты вращения шнека. В этой части мы видим актуальные значения этих величин. Актуальное значение оборотов вращения шнека, актуальное значение противодавления. Ну и здесь этот путь, до которого у нас набирается материал. Он задается в миллиметрах. В дополнительной вкладке режима работы пластификации мы можем задать уменьшенное давление подпора при ручном или наладочном наборе материалов. То есть в том случае, если мы работаем на термопласт-автомате с открытым соплом, то бывает сложно набрать дозу из-за того, что материал вытекает весь через сопло при заданных значениях, при рабочих значениях противодавления. Тогда для этих случаев мы задаем противодавление, которое гораздо ниже и не позволяет материалу вытекать из открытого сопла и, соответственно, набрать дозу перед выходом в автоматический режим. Внизу мы задаем максимальное контрольное время пластификации, то есть это время, при достижении которого, если доза не будет набрана, машина остановится и перейдет в аварийный режим. Это на случай того, когда заканчивается материал в бункере, чтобы предотвратить постоянное вращение шнека в холостую. Ну и контрольное время пластификации – это то время, которое мы хотим контролировать в данном цикле. Если это общее время, максимальное время, то здесь мы задаем то время, которое непосредственно для данного цикла. Следующая страничка – это движение узла впрыска или движение агрегата, как используется термин на наших термопласт-автоматах. Здесь мы выбираем режим работы в автоматическом режиме, либо без движения агрегата, когда узел пластикации подъезжает и все время работы в автоматическом режиме не двигается. Либо мы выбираем, что узел пластикации будет отодвигаться по заданной нами схеме. Либо
до декомпрессии и набора дозы, либо в одном из предложенных вариантов. Здесь мы задаем ход движения агрегата в автоматическом режиме, в данном случае, если мы будем работать с отводом, и его скорости перемещения. Скорость перемещения у нас задается две: высокая скорость и низкая скорость для избежания удара по пресс-форе по литниковой втулке, и точки переключения, при которой происходит изменение, переход с первой скорости на вторую. То же самое относится и к движению назад. Скорость номер один, высокая скорость, точка переключения, и вот после 100 мм узел впрыска продолжает двигаться со скоростью 20 мм в секунду до заданной точки, 200 мм в данном случае. Также у нас имеются дополнительные вкладки, на которых мы можем задать дополнительные какие-то функции, например, что агрегат будет двигаться вперед на наш выбор либо после конца роста усилий смыкания, либо с началом роста усилий смыкания. Здесь мы можем задать то усилие смыкания, при котором будет разрешено двигаться агрегату. То есть здесь мы также можем сэкономить немножко время цикла, позволив параллельное движение пресс-формы и движение агрегата вперед, если мы опять-таки работаем с отводом. Ну вот на настройке движения мы опять задаем скорости перемещения узла впрыска во время наладки и во время истирок. Следующая вкладка, которая относится к узлу пластификации, это страница, на которой мы задаем режим работы пусковой схемы. На данный момент у нас пусковая схема машины выключена. Опционально у нас есть возможность запустить машины с пусковыми значениями, либо с производственными значениями. Если мы выбираем вкладку «Запустить машину» с пусковыми значениями, мы должны задать, сколько раз должен быть слит материал перед началом запуска, количество циклов этой пусковой схемы, контрольные времена, давление впрыска, скорость, положение шнека, в которое будет набираться материал, выдержка по давлению. То есть с этими параметрами, после того, как 2 раза оператор сольет материал, 3 цикла будет машина работать с этими параметрами, дальше будет переключаться на параметры, которые мы задаем для автоматического режима. Либо второй вариант — запустить машину с производственными значениями. То есть здесь гораздо проще. Здесь мы задаем, сколько нам нужно вручную слить материал, сколько циклов пусковой схемы. Здесь мы обозначаем, как здесь задано, 3. Контрольное время про прерывание производства 5 секунд. В данном случае, вот если мы задаем, здесь нам нужно только слить материал, но вот эти вот 3 цикла, которые мы здесь задаем, детали, которые будут произведены за эти циклы, они будут отбраковываться машиной. То есть они будут считаться как бракованные с пусковым браком. И не будет учитываться в общем счетчике годных изделий, о котором я покажу позднее. Вот следующая вкладка дополнительная. Программа впрыскивания выключена, либо включена. Мы выбираем вот следующее выпадающее меню страницу. Классификация без впрыскивания. Что здесь мы задаем? Здесь мы можем задать режим работы, при котором машина будет автоматически сливать материал перед запуском в автоматическом режиме. Автоматическая пластификация может задана быть как с нуля, либо с какой-то другой точки, набираться с определенным количеством материала, с определенным давлением впрыска она будет впрыскиваться и впрыскивать, например, определенное количество материала. Либо будет запускаться вот с данными параметрами при определенном количестве пусковых циклов. То есть данная опция позволит нам либо набрать материал, не впрыскивая, либо набрать материал и впрыснуть перегоревший материал в автоматическом режиме перед запуском. Следующая вкладка, последняя вкладка для узла впрыска, это активация системы адаптивного контроля процесса. На данном термопласт автомате она не активирована функция, но при активации этой функции в программном обеспечении машина позволяет контролировать процесс литья, контролировать вес впрыснутого изделия, объем впрыснутого изделия каждого цикла
При этом сама будет изменять производственные значения и добиваясь таким образом получения годного изделия с одним и тем же объемом впрыска. То есть можно предположить, что ваша машина работает на вторичке, и каждый цикл вязкость материала будет различной, потому что это вторичный материал, он будет распределен в основном материале неравномерно. Да, вот если при активации данной функции машина будет контролировать вязкость материала для каждого цикла и подгонять параметры подушки, давления, выдержки таким образом, чтобы у нас не получилось облой либо недолив. Следующий большой блок – это температурный блок. На первой страничке мы задаем температуры на зонах цилиндра. Заданные значения, ниже мы видим фактические значения. Дальше есть строки, на которых мы можем активировать ED режим. Это режим, при котором у нас, например, не работает термопара, и мы включаем вручную режим работы нагревателя. Ну, как, например, вот здесь задано было 10%. То есть 10% времени нагреватель будет включенный, 90% времени он будет выключенный. Также мы можем выбрать режим измерения, при котором нагрев не будет работать. То есть это режим, при котором в случае выхода из строя нагревателя эта зона будет нагреваться за счет соседних зон, и мы сможем контролировать температуру фактическую на этой зоне. Если включен режим регулировки, то, соответственно, параметр ED процент должен быть нулю, так как в данный момент он не будет использоваться. С правой стороны показана заданная температура масла, фактическая температура масла, а также заданные температуры фланца в зоне загрузки. Для задания первоначальных настроек мы предусмотрели такую небольшую шпаргалку. Мы можем выбрать перерабатываемый материал, например, какой-то гомополимер, и мы вам показываем здесь рекомендуемые значения температур, которые нужно поставить для старта работы с данным материалом. Естественно, во время работы вы эти данные можете изменить, но если не знаете температуру, от которых нужно будет отталкиваться, то можно воспользоваться данной шпаргалкой. На второй страничке мы можем настроить пусковую схему нагрева, либо пусковую схему спада температуры. То есть выбрать, как у нас будет работать разогрев цилиндра. Либо, если без пусковой схемы, то все нагреватели будут включены одновременно на 100%, и температура везде пойдет вверх одинаково. Либо мы можем включить пусковую схему и уже запускать работу нагрев цилиндра таким образом, чтобы все зоны нагрева нагревались равномерно. Ну вот, например, на всех термопласт-автоматах сопло имеет маленький диаметр, и сопло разогревается быстрее, чем, например, зона, где крепится фланец, который нагревается самый последний. Если вы хотите избежать перегрева материала в сопле, тогда вы можете включить пусковую схему, и весь цилиндр будет разогрет равномерно. Как вариант, можно включить пусковую схему с автоматической графической кривой. Здесь будет более четко, более жестко работать равномерный контроль всех зон. Также равномерно можно машину и охлаждать. Например, если мы поставим здесь, активируем включение спада, то можем задать время задержки, при котором будет активирована эта функция, и температура, до которой температура упадет. Например, можно спрогнозировать такой случай, что если в ночную смену машина по какой-то причине останавливается, оператор к ней не может подойти, по избежанию перегрева материала в цилиндре, то есть через заданное время, например, 10 минут или 600 секунд, у нас термопласт-автомат перейдет в режим спада, и температура будет понижаться до 190 градусов,
и будет оставаться на этой температуре. Потом уже, когда оператор придет, он выключит спад, температуры пойдут снова вверх, и по достижению заданных температур можно будет заново включить термопласт-автомат. Это актуально при работе с материалами, которые горят, например, ПВХ, либо какими-то жесткими пластиками, которые могут заблокировать сопло. Вот это можно функцию использовать. Также здесь возможно выбрать, когда у нас активируется спад. Там, либо только в режиме полуавтомате и автомате, либо это будет ступенчатый спад, при котором спад будет происходить ступенчато равномерно по всем зонам. То есть очень много вариантов настройки данной функции. Здесь мы задаем допуски для нагрева цилиндра, максимальные и минимальные отклонения, при выходе за которые будет выдан аварийный сигнал, опять-таки при попадении внутрь которых у нас машина перейдет в рабочее состояние. На этой страничке, на параметры регулировки, здесь мы видим коэффициенты фид-регулятора, при котором он работает. Но также здесь очень важная функция – это оптимизация нагрева цилиндра. При замене цилиндра, вышедшего из строя, всегда необходимо произвести оптимизацию, при которой машина самостоятельно подберет коэффициенты фид-регулятора для оптимальной работы. На этой вкладке с часами мы можем задать недельный таймер, активировать недельный таймер, при котором будет автоматически включаться прогрев масла, либо нагрев цилиндра. То есть задается время. В 8 утра. Значит, что понедельник, каждый понедельник в 8 утра, если машина у нас остается включенная в сеть, то она включит автоматически насос и автоматически включит нагрев. Например, там к 8:30, когда операторы подойдут к машине, машина уже будет готова к работе. Также можно сделать, пойти другим путем, задать здесь начало производства. Когда вы хотите начать запустить машину в автоматическом режиме, установить галки на прогрев масла, прогрев цилиндра, и машина сама рассчитает то время, за которое ей нужно будет включить нагрев цилиндра и прогрев масла, такое, чтобы к 9 часам машина была уже подготовлена к работе. Если установлено нули, значит функция будет деактивирована. Следующая вкладка – цикл фактических значений. Здесь собирается статистика по каждому циклу. Здесь мы видим дату, когда записался этот цикл, время, порядковый номер цикла и технологические параметры, время цикла, время впрыска. То есть очень большое количество параметров, которые вы можете здесь сами сконфигурировать, выбрать для себя. И эти данные можно сохранять на флешку в виде Excel файла. Вы можете задать дату, начало сбора данных, окончание сбора данных, дать имя этому файлу и, нажав эту кнопку, сохранить данные параметры на USB флешку. На этой страничке вы задаете контроль качества, частоту появления ошибок. На главной странице мы видим актуальные значения, а здесь то количество контролируемых циклов, при которых у нас появляется ошибка. То есть чем больше циклов мы здесь задаем, тем точнее будет работать у нас контроль качества. К примеру, как здесь дата, если на 10 циклов появляется 2 ошибки, то машина у нас будет останавливаться по причине выхода за пределы контроля качества. На вкладке «Обзоры времен» мы можем видеть показания текущего цикла и опорного. Вот нажимая эту кнопку,
мы переводим параметры текущего цикла в опорном, и все последующие циклы будет происходить сравнение времен каждого этапа машины. Для визуального восприятия последовательность работы цикла, смыкание пресс-формы, рост усилия, подвод агрегата выделена индивидуальной строкой, и все этапы идут один за другим. И когда мы начинаем, например, работать на понижение времени цикла, мы можем менять какие-то параметры, к примеру, скорость, усилия. Это сразу же будет изменяться на желтых, на текущих параметрах, и мы можем визуально увидеть, насколько они изменились. Привели эти изменения к уменьшению данного этапа, либо к увеличению. То есть довольно-таки визуально, графически понятно, что происходит с машиной. Также мы здесь можем задать дополнительные времена, как это время охлаждения, время паузы между автоматическими циклами, задать задержку на перемещение узла впрыска назад, если мы работаем с отводом, и сделать время задержки пластификации, когда, например, очень длительное время охлаждения и нам нужно избежать перегрева материала в цилиндре. На второй подкладке здесь мы видим данные по часам работы машины, то есть время работы насосов, время работы в автоматическом режиме, абсолютный счетчик циклов, время первого цикла, ну и другие статистические параметры. На этой страничке, на страничке счетчика штук, мы можем задать автоматический подсчет количества изделий. То есть, задав для улучшенного восприятия номер заказа, наименование клиента, наименование изделия, количество гнезд в пресс-форме, количество штук, которые будут находиться в допустимом пределах, то есть которые будут не выходить за пределы качества, обнулив при начале производства. Мы запускаем машину, машина начинает считать, сколько штук она производит каждый цикл и сколько времени ей нужно для того, чтобы, например, на 12-гнездной пресс-форме произвести 10 тысяч штук. Если мы устанавливаем галочку в этом месте, то машина при производстве 10 тысяч качественных изделий остановится и выдаст предупреждающий сигнал, что производственный план выполнен. Ну, здесь мы также можем видеть, сколько штук в час у нас производится при данном времени цикла, сколько количество штук у нас осталось сделать. Настройка цикла. Здесь есть дополнительные функции, которые не часто используются, но однако же они присутствуют и можем их настроить. Время задержки подогрева масла, то есть это время, после которого машина, находясь в ручном режиме с закрытыми дверьми, переходит в режим автоматического прогрева масла, если масло холоднее, чем заданное. Контроль ходом пластификации для старта цикла. Если у нас включена эта функция, то машина не даст включить в автоматический режим, если не будет набрана требуемая доза. Если мы ставим галочку здесь, то машина, если вы нажимаете автоматический режим, начало работы в автомате, и доза будет не набрана, то станок сам наберет требуемую дозу и включится уже в автоматический режим. Очень интересная функция, которая на данной машине присутствует, это такой эко-ассистент. Активируя эти функции, машина, работая в автоматическом режиме, подберет оптимальную частоту вращения снека, то есть минимально необходимые обороты, при котором она не будет выходить за границы допускаемого времени цикла, но при этом будет экономить электроэнергию в том случае, когда скорость вращения шнека задана избыточная. То же самое относится к ограничению по давлению впрыска.
Если ограничение стоит слишком большое, намного превышающее то, которое необходимо для работы в цикле, то машина его оптимизирует до того значения, которое будет необходимо для получения качественного изделия, но при этом опять-таки позволит сэкономить немножко электроэнергии. Нажимая кнопку запуска оптимизации, мы подтверждаем, и машина уже в работе в автоматическом режиме начинает подбирать оптимальные параметры. Вкладка состояния машины или производственного процесса. Здесь оператору или наладчику дается возможность выбрать причину простоя термопласт автомата, таким образом, чтобы в конце месяца вы получили правильную статистику простоя. Например, машина может простаивать по смене пресс-формы или по причине переналадки, по причине ремонта машины или ремонта пресс-формы. То есть, выбирая одну из причин, у нас начинает запускаться таймер, и это время, которое здесь накапливается, будет представлено в виде графика. Также вы можете написать одну из 4 своих причин, почему простаивает данный момент. И в конце месяца все это дело собирать, выгружать с машины в виде статистики. Следующая вкладка, недельный таймер, мы его уже видели на других страницах. Здесь эта функция повторяется. На иконке, где изображена машина настройка, это первоначальные настройки датчиков перемещения. На этой вкладке мы настраиваем нулевые точки выталкивания, узла смыкания и узла впрыска. Без настроек этих параметров нельзя будет запуститься в автоматический режим, если вы загружаете из меню какую-то новую пресс-форму. Загрузка рекомендуемых значений, опять-таки, если у вас значения были сохранены, вы можете их загрузить для данной пресс-формы. Кодирование шнека. Это информационная страничка, здесь нельзя ничего менять, но иногда бывает полезно для того, чтобы посмотреть и вспомнить, какой диаметр шнека установлен на данной машине, какие максимальные значения давления, какой максимальный ход пластикации, крутящие моменты, количество зон нагрева или LD, например. Данные по переналадке производственного процесса. На этой страничке вы можете записать какие-то технологические параметры, применимо к данным пресс-формы, количество выпускаемых изделий, наличие той или иной периферии. То есть это будет как шпаргалка для персонала, который будет производить пуск и наладку данной пресс-формы. И чтобы не вести какие-то журналы, записи в дневниках, то здесь можно для каждой пресс-формы, данные, которые вы сохраняете в машине, записать подсказки, которые позволят операторам быстро запустить машину. Одна из последних, но тем не менее бывает очень важная функция, это свободно программируемые входы и выходы. На этой машине вы можете задать до 3 свободно программируемых входов, которые можно использовать для включения в автоматический режим линии какого-то периферийного оборудования, будь то это будет конвейер дополнительный, либо какой-то извлекатель литника или еще какие-то. И эти входы можно будет привязать к одному из машинных движений. Смыкание пресс-формы, открытие, либо старт автоматического цикла. Если мы выбираем один из входов, то тогда данное движение, данная функция не будет активирована до тех пор, пока не будет получен этот вход. Соответственно, то же самое у нас программируемые выходы. Мы можем задать 3 свободно программируемых выхода, которые будут активироваться посредством какой-то функции. Это движение формы, пластикации, стержни. И эти выходы будут уходить на какое-то периферийное оборудование. Эта функция позволяет интегрировать какое-то устройство, когда нету какого-то специального евромапа для того, чтобы подсоединить ее штатным путем.
Ну и последние странички – это странички диагноза. Здесь мы можем увидеть все входы и выходы, как цифровые, так и аналоговые, которые присутствуют на данной машине. Здесь у нас показывается наименование модуля, его код по электросхеме, разъем, выход желтым цветом, вход зеленым цветом. Таким образом, все входы и все выходы можно контролировать на этой странице. Здесь, например, вот это аналоговые входы, которые в виде цифр. Это уже показывает значения, которые приходят на пропорциональные клапана. Данная машина позволяет 100% диагностировать все входы и все выходы машины. Не нужно лазить в электрошкафу с мультиметром и измерять эти напряжения, все можно увидеть здесь. Также на дополнительных вкладках можно увидеть, если подключены сигналы концевых выключателей, сигналы с магнитных плит, если они имеются. Увидеть данные по сервонасосам, данные из пропорциональных клапанов, то есть задания, которые на них приходят, данные, которые с них уходят, состояние, привод включен, нету ошибок, температуры на преобразователе, обороты, моменты и так далее. То есть полностью диагностировать все узлы агрегата данной машины. На вкладке с логотипов Kraus Maffei представлена информация о программном обеспечении, которое установлено на этот станок. Приведены интервалы проведения технического обслуживания, даты, время, когда проводился техосмотр. Также там можно увидеть, кто проводил, либо это делал наладчик, либо это делала наша сервисная служба. Ну и на последней вкладке здесь мы можем увидеть актуальное давление в гидравлической системе. Давление в гидравлике насоса, давление в узле смыкания, давление в гидравлике. Вот вкратце и все, о чем я хотел рассказать. Более подробно с машиной можно познакомиться уже непосредственно перед ней в работе. Надеюсь, вам понравится. Это был пластмассовый енот. И сегодня мы познакомились с настройками контроллера Kraus Maffei. Спасибо Дмитрию Блохину. Если это видео было вам интересно, не забывайте, поддерживайте нас, ставьте лайки, делайте подписку на канал, нажимайте колокольчик и пишите в комментариях, какие еще видео вам были бы интересны, полезны ли такие обзоры, на какие еще термопласт автомат нам сделать обзоры. Спасибо, до свидания.